Доброго времени суток, дорогие подписчики. Начинаю новый цикл. Раньше я записывал видеоролики с такими примерами, какие мне нравились. Там какие-то, допустим, как мне казалось, интересные варианты, интересные инструменты, что можно было сделать в программе, какими инструментами и так далее. А теперь я хочу заново начать уроки, то есть с самых азов, и дальше будем продолжать. Итак, запускаем программу. Программа запустилась, когда впервые вы установили. Вы видите множество тут всяких таких инструментов непонятных. Допустим, можно некоторые инструменты убрать. Вот это, например, инструменты блестки. Это стразы, если у вас машинка не оснащена или вы не собираетесь этим заниматься, можете их удалить вообще. Либо добавить другие инструменты. Например, быстрый дизайн. Отобразить, объединить очень нужный инструмент. Устанавливать можно как вот сюда. Мне нравится когда он здесь. Здесь палитра цветов у меня. Здесь размеры изображения. Эти инструменты также можно перемещать как вам угодно. Можно еще тут открыть. Я обычно открываю те инструменты, какими пользуюсь, какими не пользуюсь. Я их пока закрываю, но их всегда можно здесь открыть. Еще очень важный момент — это калибровка рабочего поля. То есть я увеличиваю, уменьшаю, и клеточки вроде увеличиваются, уменьшаются, но если мы нажмем масштаб 1 к 1, то видно, что клеточки гораздо меньше, чем должны быть. То есть размер одной клетки должен быть сантиметр на сантиметр. Как это можно сделать? У каждого монитор разный, поэтому программа не всегда подстраивается под монитор. Для этого нужно войти в вкладку «Специальные». Здесь выбираем «Аппаратная настройка». Здесь выбираем «Монитор» и нажимаем «Параметры». Вот у нас такие ширина, высота. Это ширина, высота этого окошка. Я двигаю окошко, это его ширина должна быть и высота. Как это проверить? Берем обычную линейку, обычную ученическую, и прикладываем, замеряем ее ширину. Здесь пишет 121,3, а у нас в реальности получается где-то 9,5. Значит, исправляем здесь на 95. И замеряем высоту. Здесь у нас показано 75,14. В реальности у нас
5, ой, нет, 6 сантиметров ровно. Пишем 60 миллиметров и нажимаем ОК. Жмем далее закрыть. И вот у нас как бы клеточки увеличились. То есть я уменьшаю, увеличиваю, нажал 1 к 1, и клетки должны быть 1 сантиметр. Но нужно теперь замерить. Прикладываем нашу линейку к самому экрану и смотрим. Ну, допустим, на 20 сантиметрах мы видим, что наши клетки на 19,5 показывают, то есть они меньше. Значит, нужно повторить операцию несколько раз. Снова заходим, напишем 93 на 58. Значит, снова замеряем. И теперь мы видим, что все ровно. Если все нас устраивает, оставляем так, и это в программе должно сохраниться. Но чтобы не забыть, вдруг что-то опять случится там, придется как бы откатить программу назад, поэтому вот эти вот данные желательно не забыть. Можно просто их как бы куда-то записать. Ширина 93, высота 58, да? То есть можно просто создать, я раньше так делал, создавал документ и здесь писал 90, вот, 93, 58. Потом я себе упростил задачу, сделал таким образом. То есть, когда мне нужно, я просто беру, копирую и вставляю сюда. Здесь стираю то, что не нужно. Ну, допустим, тут другие данные. Вот, оставляю вверху 93, внизу 58. И у меня все возвращается. То есть мне не нужно заново замерять и так далее. Но если как бы у вас другой, вы программу установите на другой компьютер, у вас там монитор другой, то вам всю эту операцию придется сделать заново. То есть это вам не подойдет, вот эти размеры на другой монитор. На каждом мониторе свои размеры, поэтому данные соответственно. Так, сначала начнем вот с панели инструментов, чтобы не слишком было утомительно, поэтому я буду говорить только о тех, об основных инструментах, которых, по моему мнению, кажутся нужными. Так, начнем вот с вертикальной вот такой панельки инструментов. Здесь у нас выделить объект, выделить текущий объект. И вот здесь выделить полигоном. То есть, если, например, нам надо что выделить, не можем подлезть. Что-то не выделяется. И вот, нам надо было выделить объект, и мы его выделили. То есть, если мы вот так вот, да, тоже выделять, когда, допустим, здесь много всяких объектов мелких, и нам надо именно вот конкретно его выделить, не всегда получается. Мы делаем это полигоном. Далее изменить форму объекта. Это очень полезный инструмент. Нажимаем, видим здесь все точки. Можем их изменять. Это угол и начало и конец. Потом в процессе уроков я объясню, что и как делать. Сейчас не будем долго на этом останавливаться. Поэтому поехали дальше. Редактировать стежок тоже нам пока не нужно.
Нож очень полезный инструмент, если нужно, например, разделить объект наш. Алло. Здрасте. То есть, если нам надо разрезать объект, вот мы разрезаем его. Здесь еще есть полезный инструментик. Он сейчас не активен, нужно выбрать. Выбираем наш объект. Это угол наклона стежка. Вот, и добавляем, если нам нужно изменить угол наклона, либо там один угол наклона, нам надо, чтобы несколько было, то есть добавляем. Здесь, я считаю, функции не очень нужные. И тоже вот это создание объекта, уверенное заполнение, комплексное заполнение. Комплексное заполнение. Мы вот создаем вот такие объекты. Замкнутые по всему и без отверстий внутри. А уверенное заполнение. Вот такие, если нам нужно какие-то там отверстия, чтобы внутри были, или пропуски, то есть с помощью них, этого инструмента мы это достигаем. Далее у нас вот вот это инструмент как бы делает параллельную линию. Вот, то есть он делает параллельную линию. Вот здесь мы видим, вот как я ставил точки, вот они все. Можно подкорректировать потом. Вот, а это инструмент, это вот B, тоже никогда не пользуюсь. Вот C, это для создания такого валика. Также можно отрегулировать в параметрах объекта его ширину, поуже, пошире и так далее. Дальше что у нас? Строчка. Вот обычная строчка. Тройная строчка в программе выглядит также. Ну, если мы ее... Вот сейчас она стала тройная. Если будет вышиваться, то есть там... если простая строчка, она просто шьется один раз. А здесь она будет в каждом стежке по 3 раза. Нитка будет проходить. Далее это строчка мотивов. Вот. Можно узор самый различный выбрать. Так, дальше у нас строчка назад иголку. Ну, такая меленькая. Как бы зигзаг такой узкий, косой. И стебельчатый шов, в принципе, то же самое, но только как бы пошире.
Также в настройках можно регулировать. Так, что у нас дальше? Круг, кольцо. Ну, это круг. Когда нам надо круг нарисовать. Звезда. Вот она звезда и кольцо. Вот оно кольцо. Аппликацией я не пользуюсь. Обычно мне проще самому сделать все. Это надпись. Надпись. Тоже очень полезный инструмент. Допустим, если у вас надпись уже есть, можно ее вот в этом окошке изменил, обновить текст, и вот мы обновляем. Здесь много шрифтов. Вот это TrueType, это шрифты Windows, а это вилкомовские шрифты. Можно любой из этих выбрать. Они хорошо вышиваются. Если вот шрифты TrueType надо подкорректировать, потому что они не всегда красивые, кое-где там бывает. Ну, это довольно-таки неплохой. Ну, вот здесь вот видите, такое соединение не очень красивое. Так, далее логотип коллектива, это не пользуюсь. Вот ставить объект подобия, тоже очень интересный инструмент. Можно, например, сделать строчку. Можно сделать вот C, то есть окантовку. Здесь по умолчанию 0,4 должно быть сбилось. То есть вот мы делаем окантовку, там любого объекта можно как бы сделать сразу окантовку ему. Или же просто, если нам надо сделать как бы дубликат, но чуть поменьше, минус 1 миллиметр. Вот он, наш дубликат, видите, на 1 миллиметр уже. Так, очень полезный инструмент. Да, тоже я редко пользуюсь. Вот еще инструменты линия. Ну, линия это просто. С этим можно незамкнутую линию рисовать. Это замкнутый полигон. Свободной формы это эллипс или круг, прямоугольник или квадрат. Вот, если нам надо какую-то форму, а потом можно, например, его залить.
либо можно просто, например, где-то для внешнего восприятия сделать закрасить его. Потом также можно вышку перевести, сократить цвета, но у нас здесь так сокращены. Вот это основные инструменты левой панели.